Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. В самом начале своего видео я хочу поздравить всех мамочек с Днем Матери. Пусть в вашей жизни будет больше радостных мгновений. Всего вам самого-самого наилучшего. Ну а я сегодня спешу с вами поделиться своей готовой работой, показать вам свою готовую работу. Это мой джемпер, который я назвала «Магнат». Я сейчас объясню, почему я дала название этому джемперу такое. Это изделие в технике японское плечо. Это уже второй вариант этого джемпера. Первый был мне очень велик. И когда я связала такой большой образец, я для себя поняла, что мне нужно убрать и как скорректировать эту модель. Так как пряжа у меня объемная, пухлая, и она дает дополнительный объем, поэтому я отказалась от микса теневых узоров. То, что я задумывала в начале, что у меня будет микс теневых узоров, который будет отделяться полосками изнаночной глади друг от друга. Но когда я примерила на себя, то, что у меня было, мне не понравилось. Вот это все создает дополнительный объем. Поэтому в этом джемпере я взяла один теневой узор и растянула его на всю длину джемпера. Он легкий, ненавязчивый, просто слегка придающий рельефности данному полотну. Здесь два вида пряжи, я сейчас подробно вам покажу. Здесь шишибриковый люрекс. Добавляла я его для того, чтобы немножко освежить цвет этой основной пряжи. Можно было бы вязать и лицевой гладью, но я вязала этот джемпер просто лицевой гладью. И еще один раз, то есть опять же у меня техника японского плеча и опять изделие в лицевой глади мне не хотелось. И когда есть возможность какой-то узор применить, я, конечно, лучше применю какой-либо узор. Почему же этот джемпер я назвала «Магнат»? Здесь у меня использовано два вида пряжи. Это основная пряжа. Давайте я вот так сейчас размотаю. Это пряжа в виде шнурочка, набитого пухом. Пряжа от известной фабрики Biagioli Modesto, называется Taipan. А мне очень интересно бывает, что обозначает название. Я стала искать перевод этого слова, и мне попадается, что в переводе с индонезийского это слово обозначает магнат. Вот, в точку, действительно. Пряжа такая классная здесь использована. Плюс еще шишибриковый люрекс для блеска и лоска. И действительно, джемпер магнат, почему нет? Поэтому я и дала ему такое название. Вот эту пряжу я купила случайно, совершенно случайно. Я увидела в одной из групп, где продают итальянскую бобинную пряжу, она продавалась по скидке, потому что оставалось две бобинки. Вот этот цвет назывался пыльная сирень. И второй цвет был цвет грецкого ореха. Меня заинтересовал состав. Здесь состав 100% натуральный. Что здесь в составе? 59% вспушенный бэби-як, 19% кашемир и 22% хлопок. В 100 граммах 270 метров. Вот как раз мне кажется, что здесь хлопковый шнурочек, который набит пухом. Она действительно очень пухлявая, и когда вяжешь, вот этот пушок, если что-то нужно распустить, он немножечко даже цепляется. Петельки цепляются друг за друга. Вторая пряжа компаньон для лоска и блеска я покупала в Wildberries. Это тоже известная итальянская фабрика Luxury Selection by Riga, артикул Lucky Star. Здесь 75% вискоза и 25% полиэстер. Ниточка вискозы, вискозный или люрекс.
И вот такие вот уплотнения, это как раз шишибрики. Очень мягкая, не колкая, не доставляющая никакого дискомфорта. Продается по 100 граммов. У меня ушло на этот джемпер 60 граммов. 40 осталось. То есть это еще, ну, по крайней мере, если, например, комплект какой-то вязать, шапка и косынки, как я люблю, мне хватит. Здесь 1500 метров, по-моему, в 100 граммах. Ну, здесь нету такой информации. Но, по-моему, 1500 метров в 100 граммах. На мой джемпер у меня ушло 200 граммов основной пряжи. Я брала 300. Я знала, что так как эта пряжа вспушенная, да, то есть здесь все пряжи, это я уже для себя поняла в процессе опыта, все пряжи, которые вспушенные, да и вообще сама по себе итальянская бобинная пряжа имеет очень выгодный расход на изделия. И здесь я знала, что 300 граммов мне точно хватит на плечевое изделие, но вот еще 100 граммов осталось. Но если, например, да, говорить о комплекте шапка и косынка, то хватит. Но косынку я такую не хочу, потому что она достаточно, то есть как бы объемная. Мне нравятся тонкие все-таки сюда косынки. Шапку, может быть, не знаю. Пока пусть полежит в моих запасах. Эта пряжа прекрасно бы выдержала, и араны на ней бы очень хорошо смотрелись, но это дополнительный объем на полотно. Мне этого не хотелось, поэтому я выбрала вот такой легкий ненавязчивый узор. Вязала спицами 5,5. Конечно, при таком размере спиц полотно очень быстро прибавляется, вяжется быстро. Конечно, это супер. Получилось очень легкая, воздушная, теплая. Одна стирка и вообще, конечно, идеально ложатся петли, они абсолютно ровные. Мне работать понравилось. Но я вообще люблю пряжу, если уж об этом говорить. Я вообще люблю пряжу. Для меня, ну, практически. Конечно, акрил я не люблю, из акрила я не вяжу, кроме дивы, например, пряжи. А во всех остальных случаях какая-то новая пряжа, смесовки пряжи, это всегда безумно интересно посмотреть, что, как получается. Что хочу сказать по этому изделию в целом. А давайте посмотрим, как это изделие смотрится на мне. Я все говорю, давайте посмотрим, как оно смотрится на мне. Ну а теперь конкретно, что я еще хочу сказать по этому изделию. Так как у меня был подробный мастер-класс на джемпер с японским плечом, вот на этот. Ссылочку я оставлю в описании к видео. В принципе, эта модель связана идентично. В чем отличие, я вам сейчас расскажу. Но первое отличие, конечно, пряжа. Да? То есть здесь пряжа имеет толщину, наверное, в 2 раза больше получается. Поэтому ритм прибавок я здесь сделала через 3 петли. И здесь идет вязание просто от наборного края. Видите, вот такие тонкие линии, которые практически незаметны. Если вот подальше отодвинуть, то практически и незаметны. Ритм прибавок через 3. В конце у вас может оставаться 2 или 3 петли. Далее, когда идет вязание по прямой, количество рядов тоже сокращается. У меня здесь оно сократилось, по-моему, в 2 раза. Да, опять же, из-за толщины пряжи. При переходе на переднюю часть, на полочку, я решила, значит, сделать сокращение. Как некоторые рекомендуют. Опять же, я хочу сказать, что не все далеко рекомендуют делать сокращение при переходе на переднюю полочку. Это связано как раз вот с этими диагональными линиями японского плеча. Я сделала в одной статье, мне попалась, и мне эта статья
очень понравилось, грамотно было написано, что убавки делаются от 3 до 5 раз при переходе на полочку. Там был схематичный рисунок, как раз что если убавок не делать, то получается вот так треугольничек. Я сделала эти 3 сокращения. Вот здесь они у меня, эти сокращения, получаются на спинке. Здесь уже ничего не видно. Но хочу сказать, что каких-то кардинальных изменений вот с этой моделью я не заметила. Вот поэтому 50 на 50. Кто-то рекомендует делать, кто-то не рекомендует. И опять же, вязание японского плеча – это такая техника, которая имеет не один вариант, а имеет много вариантов. И вы для себя выберете тот вариант, который подходит именно вам. В чем прелести данного, скажем, вязания? Вот я для себя что подчеркнула при вязании модели с японским плечом. По большому счету, это модель со спущенным плечом, но вяжется сверху вниз и в моем случае без единого шва. Есть такие девочки, которые не любят сшивные изделия. Вот как альтернатива вязание сверху вниз без единого шва. Как я и говорила по одной из версий, что японское плечо придумали японские мастерицы с целью, чтобы все швы были сзади. Да, вот эти шовчики, которые у нас идут, они на спинке. По лицевой стороне ничего нет. Мне очень нравится, как в моделях с японским плечом сидит горловинка. Очень красиво. Все здесь аккуратненько смотрится. Прекрасно. Изделия получаются, как вот мне на моей фигуре, мне очень нравится, как сидят подобные изделия на фигуре. В общем-то, мне эта техника понравилась. Я связала 2 модели. Первая вот на мне, вторая здесь. В этой модели мне хотелось добавить узоры и посмотреть с узорами. Все вполне, то есть любой узор может вписаться в данную модель, абсолютно любой. Единственное, что при том, когда вот мы гуляем, сзади у нас идут вот эти поворотные ряды, то верхнюю часть, конечно, лучше бы, да, чтобы не сбиваться, вязать лицевыми петлями. Но опять же, можно при желании вписать абсолютно любой узор, при желании. А так, в целом, все, что получилось, мне очень нравится. Разрезики еще я здесь по бокам добавила. Когда вязала разрезы, у меня здесь идет уплотненный край, чтобы ничего не заворачивалось и смотрелось очень аккуратно. Я ведь когда вязала первый вариант, я снимала подробный мастер-класс. Но так как у меня и модель-то совсем другая получилась, то этот мастер-класс пойдет как говорится, в корзину. Ну ладно. Но вот этот вот момент, как провязать вот этот уплотненный край, я, наверное, отдельным видео выпущу. Просто как урок по вязанию. То есть это такие моменты, которые всегда нам, рукодельницам, пригодятся. И для тех девочек, мне потому что много комментариев поступало, что хотят попробовать, да, интересно. Хочу сказать, если хотите попробовать, но что-то вас еще останавливает, пробуйте, пробуйте. Это очень интересно, что-то новое, новая модель, новая техника. Посмотреть, как это для вас подходит, не подходит. Мне понравилось, мне этот джемпер нравится. Вот сегодня выходной день, я говорила, что у меня этот джемпер выходного дня. Я его просто горячо люблю, и по выходным раз, быстренько надел и пошел. Ну а этот джемпер, он получился такой более теплый, как раз на предстоящее холодное время года. Для меня это очень важно, потому что мне очень часто бывает холодно, я быстро замерзаю. Ну а теперь, имея в гардеробе вот такой джемперок из Baby Yaka, конечно, я думаю, что мне будет в нем очень тепло. Не знаю, как по носибельности будет это полотно. Почему я так говорю? Потому что, смотрите, такая пухлявая пряжа, вот прям пушочек-пушочек. Я не знаю в плане, как
будут появляться катышки. Но будут появляться, будем убирать, ничего в этом страшного нет. Тем более сейчас есть очень большое количество приспособлений, но, как правило, на подобной пряже они такие получаются очень большие, воздушные и легко убираются руками. Но посмотрим уже в процессе носки, как он себя проявит, как он себя покажет. Нравится безумно расход, вот обалденно, да, 200 граммов на вот такое плечевое изделие 44 размера. Меня часто спрашивают, какой размер, 44 размер. И как бы модель, да, она не укороченная, полноценный джемпер. Нравится, довольна, но с этой техникой я пока попрощаюсь. Все, я, как говорится, свою душу отвела, я попробовала, связала. Мне эта техника понравилась. Когда-нибудь, возможно, еще я вернусь связать что-то еще для себя или для своей дочери. Поживем, увидим. Но сейчас меня ждут другие процессы в других техниках и в других цветах. И обо всем об этом я вам обязательно расскажу в своих следующих видео. Ну а на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.